Ребятушки, всем доброе утро. В общем, новости есть. Новости из города Славутич, новости не очень хорошие, мягко говоря. Туда все-таки проникли российские войска. Вот, смотрел только что стрим Александра Купнова. Я его сейчас, я немного записал. Я в конце видео вставлю вот кусок трансляции. И, значит, есть противоречивая информация. Одни говорят, что, они уже начали, оккупанты уже начали лазить по домам на окраинах. Вот, мародерить. Другие говорят, что, еще, мол, не заметили этого. В общем, информация противоречивая, опять же. Вот, я думаю, это еще связано с, с территориальным расположением. То есть, в некоторых районах это еще не началось. В некоторых уже, цветет буйным цветом. В любом случае, сейчас на площади в Славутиче митинг. Люди вышли поддержать, свою принадлежность к Украине. Люди вышли высказать свое мнение, свою позицию открыто. С флагами, с транспарантами. В общем, так, как делают люди у нас, в нашей свободной стране. Оккупантам у нас не рады. Ни в коем случае никто им никогда ни в одном городе не рад, и с распростертыми объятиями никто никогда их не встречал. Я вам скажу больше. Я вчера смотрел интервью Арестовича, я думаю, многие знают, и из украинских зрителей, и из кремлеботов, неважно. В общем, да, и Арестович сказал уже вчера, что российские войска на подступе, силы очень неравны, но они нашли способ доставить войска в Славутич. И он не сказал как, сказал, это будет военная хитрость и сюрприз. И я дело в том, что это будет огромный сюрприз неприятный для российских войск в Славутиче, когда туда войдет украинская армия, по силам сопоставимая с тем количеством военных, которые нападают на Славутич. Потому что в Славутиче был небольшой гарнизон, потом город был отрезан, и не было возможности доставить туда подкрепление, по различным причинам очевидным. И, кстати, еще такой момент, не совсем понятно, зачем захватывать город, зачем его обстреливать, город, в котором живут практически 90% жителей там, это работники Чернобыльской станции. И какой в этом смысл, я вообще не понимаю. Если люди будут оказывать сопротивление, то что, его тоже сравняют с землей, как Мариуполь или Волноваху? И тогда у меня вопрос, а кто будет обеспечивать работоспособность Чернобыльской станции? Каким образом? Крайне идиотская логика. И еще хочу отметить, что мэр Славутича заявил вчера поздно вечером, сказал, что есть жертвы уже среди мирного населения. Количество жертв на вчерашний вечер было неизвестно. Сегодня утром пока заявление не поступало. Так что, братцы, держим пальцы за жителей всех временно оккупированных городов. Ну и, конечно же, за работников ЧС, которые сейчас попали в такой переплет в городе Славутич. Надеемся, что его не сравняют с землей. Хотя, учитывая, как именно Россия начала вести войну на территории Украины, учитывая то, сколько мирных жителей погибло, сколько детей погибло, как грязно, низко и подло они ведут боевые действия, обстреливая мирные жилые кварталы, а потом рассказывая, что это делаем мы сами, что это делают некие нацики. И что у нас президент тоже нацист. Президент еврей, русскоговорящий еврей, нацист. Так мало того, находятся люди, которые в это верят. Такое дело. Не знаю, что добавить. В общем, смотрим видео из Славутича. Видео было снято буквально 10 минут назад. Смотрите,
видите, они там стоят уже дальше, уже начали по домам лазить. Они вот стоят за стеной. Понятно. Конечно, потом раздали нас так, чтобы они видели. Ну тут есть сзади его зам, вон Александр Линкевич сзади стоит. Там не поместно. Пойдем, значит, давайте как это, как Танюха выходила. Вон техника. Ну говорят, они к Таллину идут, чтобы там по домам еще сейчас лазить начнут.